Сегодня я буду готовить, сейчас у меня Валера приедет. Дети все ушли в школу, все, Максим даже. Я буду готовить мясо по-французски. Я буду готовить его так, как готовлю его я. Может быть, кто-то меня будет ругать, говорить, что детям не полезно майонез, а еще и майонез в духовке. Ну, майонез этот я делала сама. Этот Ульяна делала. Я его делала яйца, масло подсолнечное, сок натурального лимона, горчица, соль, сахар. И больше там ничего нету. Поэтому что в нем не полезного? Масло подсолнечное. Поэтому наша семья так будет кушать. Кушать мы будем с майонезом. Сейчас я небольшим кубиком режу лук. И я его сейчас замариную с майонезом. Это первое, что я делаю. У меня уже почищен картофель. Я уже кусочками нарезала мясо, но кусочки, сейчас я лук дорежу, лучок дорежу. На улице очень холодно, не знаю, что так резко прям. Сегодня сильный ветер, очень. Что-то у нас в этом году и весна была тяжелая. Как бы она и не, для нашего края она, конечно, была тяжелая. Немножечко туда я добавляю тертого сыра, часть. Это я готовлю сразу на 2 порции. 2 лоточка буду делать. Те, кому кажется, что для нашей семьи это мало, делайте себе на одну семью 2 лоточка. Нам этого будет вот так. Еще мне придется доедать все. И майонез. Майонез делала дочь Ульяна. Майонез домашний, воздушный. Я его сейчас... Я мариную лук. Сейчас замариную лук. И дальше начну заниматься. Это намазка, которая будет сверху. Здесь 1 маленькая часть сыра, потому что я буду сыра побольше делать, еще сверху потом, когда уже приготовится. Лук, майонез и сырочек. И пусть лучочек пропитается, постоит. Так, дальше. Дальше я буду заниматься мясом. Мясо я нарезала не на маленькие такие хаотичные кусочки, но на такие довольно-таки не маленькие. Что я буду с ними делать? Сейчас, папа. Я буду отбивать молоточком, как обычно я это делаю. Я сейчас выложу мясо и буду его отбивать. Я не буду его нарезать и укладывать. Я его буду отбивать частями. Сюда тоже можно. Такими. Мясо у меня свинина. Хорошая, свеженькая свинина. Вот так. Вот такие кусочки. Мяса нам достаточно, что дети, как обычно, будут выбирать картофель. Никто не будет это мясо выбирать. Будет очень вкусно. И, кстати, надо не забыть Валере перевести деньги. Я так и не перевела ему еще на дорогу. Я ему вчера переводила деньги так, для его личных нужд. И он мне написал: мама, не забудь денежку перевести. А мама все-то еще 3 раза вспомнила, мало. И вот острой стороной вот эти вот зубчики я начинаю
Так, пока я отбивать буду следующие, я разогреваю газ. И мне надо, чтобы газ сильно-сильно нагрел сковороду. Я налью подсолнечное масло. И я буду кусочки просто запечатывать, чтобы сок внутри был. Вот эти кусочки, которые я уже отбила, вот тут еще хочу посильнее. Чем лучше отобью, тем нежнее будет мое мяско. Все, эту снимаю с этих. Посолю и поперчу, пока масло нагревается. Они будут солиться и перчиться. Чуть-чуть. Как впитаются, да? И перчик. Все, а я пока следующий, пока масло хорошо раскаливается. Соль. Перчим. Все. Кусочки укладываю, чтобы сейчас обжаривать, а с другой буду укладывать готовые. Все хорошо отбила, посолила, поперчила. И сюда поставлю. Все, сковорода уже нагрета. Укладываю. Только по одной минуточке. Только чтобы сок запечатался. И все. Сейчас как раз вот выкладываю, сразу начинаю переворачивать. Вот так. Все. Эти пошла переворачивать. Оп. 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 1 минуточка, больше не надо. Все, начинаю выкладывать. Сразу новые буду переворачивать. Раз. Все, а со всех сторон обжарился. Только запечататься надо, и все. Также следующие. Готовлю картошку по-французски, мясо по-французски с картофелем. Помимо всего этого я еще готовлю супы. Дети их обязательно кушают. Вчера дома был гречневый суп, дети с удовольствием его кушают. Позавчера был рыбный. По-моему, Сельки Васильевичу в банках у меня, я как-то покупала ящик. С рисом готовила. То есть помимо вот этого всего, еще дома супы и обязательно. Позавчера был борщ. Вчера был гречневый супчик. Все, и последние кусочки оставите. Все, да? Только запечатали, и все. 1 минуточку, больше не надо. Мясо очень хорошо отбито. Предварительно посолено, поперчено. Кусочки уже видно, когда вот обжариваешь их вот так чуть-чуть, уже видно, что они внутри прям сочные-сочные, нежные-нежные.
минуточку. Духовку я уже поставила разогревать на 200 градусов. Выпекаться будет 50 минут все в духовке при 200 градусах. Вот так я делаю подготовку к мясу по-французски. Мясо по-французски с картофелем. Сейчас я смазываю свои противни стеклянные маслицем чуть-чуть. Картофель буду резать на большой досточке, на которой резала мяско, потому что мяско будет лежать сверху картофеля, и все, что соки все будут стекать на картошечку, поэтому нет смысла менять кучу досточек. Лук резала на отдельной. Сначала поперек и потом вот такими. Так, здесь тоже немножечко присаливаю, немножечко. Картошку я укладываю первым слоем всегда, потому что весь сок, который будет стекать с мяска, со всех наших прослоечек, все будет стекать на картофель. Картофель у меня мягких сортов такой. Мягкий, разваристый, желтенький. Вот она у меня вся. Это моя домашняя картошечка наша. Она желтенькая вся. Все, достаточно. Много не буду. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И здесь также. Убегает картофель, не хочет готовиться. Так. И начинаю плотненько-плотненько вот так укладывать мяско. Смотрите. Мяско запечатанное, прям все соком лоснится. То есть я не накидываю, как попало, хаотично. Наверное, придется мяско еще сделать. Нет. И сюда. Вот так вот плотненько уложили мяско. И теперь пополам делю. Это у меня лук, сыр одна часть и майонез. Так я буду распределять, замазывать. И вот этот весь вкусный-вкусный сок, который есть, он будет стекать на картошечку. Все, я добавила лука, еще немножко сырка потерла и майонез. И мне напишут сегодня: Света, прощай поджелудка. Да, ну а что делать? И я сейчас уберу на 40 минут или на 50. Сначала уберу на 35 минут. Потом вытащу. И потру сверху моей шубы еще сыр. И уберу до золотистой корочки. Это еще примерно минут 15. До золотистой корочки сыра уберу в духовку. И вот она, вуаля, мясо по-нашему. Так, все. Здесь тоже хочется, чтобы все кусочки были под шубой. Прям под шубой. Лука много потерла, порезала. Все. Специально поставила эти блюда, где-то тут роняла, в противень. Вдруг что-то будет разливаться, кипеть. А в противне будет печечка чистенькая. Все, 200 градусов, 35 минут. И через 35 минут я буду посыпать сыром.
Прошло ровно 30 минут. Уже запекаться начало. И я буду укладывать сырочек сверху шубы. И теперь вот когда сырок изменит свой цвет, вот тогда и будем вытаскивать. Но это, я так думаю, пройдет минут 15, 10-15. То есть так и получится, что пожарилось 40 минуточек, 45. Как получится. Раз. Еще. И вторую достаю. Обратите внимание, что там происходит с картошечкой. Она вся в соке. Она вся вкусненькая там. Там происходит хорошее кипение. Такая вот красивая картошечка. Вот по-французски. Под майонезом, да, то есть по-французски это значит под майонезом. Так она и называется. Так что это не я гублю поджелудку. Это он, кто придумал. Он губит поджелудку. А что он такое придумал вкусное? Зачем? Так, ой. Все. Убираем. Ой. Ой. Да. Ну, хотела вам тоже показать нашу электронную швабру. Называется фирма Дарис. Покупали мы ее на Валберис. Брала я ее именно для кухни. Читала много высказываний, цены разные. Это у нас не пылесос. Это именно паровая швабра. Я ее не рекламирую, мне за нее никто деньги не платит. Я, наоборот, 18 сентября мы ее купили. И только сегодня, 21 октября, я решила показать ее. Может быть, я ее и не решила бы, да, показать. Но две тряпочки идут, две, да? Три тряпочки. Что еще идет? Щеточка маленькая и большая. Я ее, знаете, из-за чего брала? Прочищать швы на плитке. Плитку чистить. Плитка светлая, поэтому прочищать швы на плитке, вот так прибираться. Нету такого, что мы ей там прям каждый день намываем. Ну, часто используем. Нету такого, как вот в высказываниях написано: вау, в нашей семье появился еще один житель. Нет, я сама такой человек, что мне проще задрать штаны, налить ведро, встать на коленки и все помыть. Но именно вот чтобы очищать. Ну, может быть... термообработка все-таки. Да. Термообработка, вот что-то дети на диване разливают, что-то еще делают, и вам сразу берет и зачищает, да. То есть нас много, мы стараемся вот обрабатывать все равно все, чтобы было более-менее. То есть это электрическая швабра. Конечно, для пожилого человека, которому тяжело сгибаться, это будет хорошая помощница. Мы брали специально от розетки, от сети, потому что много читали, что аккумуляторы слабые. У меня Иван наделал везде розетки, поэтому хорошая, ну, хорошо достает шнур. Сюда доливаем водички и используем. То есть эту швабру я порекомендовала бы иметь, может быть, кому-то в прозапас, если позволяют финансы, 6173 рубля я ее покупала на Валберис. Еще раз повторю, месяц назад. Иметь у кого тоже светлый кафель, ну, либо пожилым людям, кому наклоняться сложно, то есть обрабатывать полы, да?
То есть, ну вот так вот у нас тоже была такая покупка. Это такая реклама. И реклама уже через месяц использования. Ну немного, пар, видите, идет хорошо. Парит полы хорошо. То есть чистотой наводит. Разошлась не на шутку, разгулялась прям. Закипела аж на вся. Ну вот такая у нас швабра. Сколько она прослужит, мы не знаем. Тряпочку мы снимаем. Щеточкой прям. Сразу очищаем. И все. И стоит чистенькая. Особого ухода не требует. Все везде чистенько. Ну, вот такую покупку прорекламировали. Такая получилась у меня картошечка. Готовилась она ровно 46 минут. 47. И вот так я ее готовлю. Вот так сначала снимаю кусочек мяса, который наверху. Оп. И потом картошечка вся пропитанная. Все.